Здравствуйте, представители знака Зодиака Водолей. 2024 год по месяцам. Таро прогноз на удачу и успех. И в течение всего 2024 года для вас Меркурий будет планетой-помощником, союзником, который будет стимулировать ваше воображение. Вообще для вас удивительный год, это правда. И многие проекты, а также идеи будут и позитивными, и для вас привлекательными. И ваша основная задача, мои дорогие водолеи, стремиться к прекрасным вещам. Не останавливаться на достигнутом, не говорить себе, ну все, хватит, я останавливаюсь, меня все устраивает, а нет. Тут наоборот, пытаться пробовать все возможности. Плутон, который будет в вашем знаке, это новый вкус свободы, это новое вдохновение. Это из области иррационального, может быть, когда и невозможное вам возможно. Пытаться те возможности даже попробовать, которые поначалу выглядят непонятно, но кто знает, во что это выльется. Не сказать себе самому: я останавливаюсь потому, что я хочу удержать эту ситуацию или момент. Для вас может быть, знаете, лишь какая-то кратковременная пауза перед прыжком, а не остановка глобальная, чтобы что-то начать анализировать, притянуть себе что-то из прошлого. А вот это кратковременная пауза для того, чтобы сделать квантовый скачок вперед. Давайте мы узнаем, что думают карты для вашего знака зодиака. И если кто-то из вас хочет, желает получить больше подсказок, на канале Таро Инспирационный есть видео, плейлист такой. И я, кстати, оставлю ссылку в описании, в инфобоксе под видео, как 2023 год, второе полугодие. И там тоже по месяцам. Вы можете перейти в этот плейлист и выбрать как знак Водолей, то есть по солнечному знаку, или можете выбрать по асценденту и по луне. И уже теперь, оглядываясь назад, посмотреть, где проигралась, в какой сфере наиболее активна ваша жизнь. Потому что порой по асцендентам больше подсказок идет, нежели по солнечному знаку, а у кого-то и по луне. Это очень индивидуально. Но мы идем вперед. И мы достанем одна карта на месяц, посмотрим энергетику на удачу и успех в 2024 году для вас, мои дорогие водолеи. И первый месяц, январь, и хоть он начался уже, неважно, мы все равно посмотрим, поскольку есть еще дни, когда, если вы меня смотрите в январе. Итак, что же, какие энергии для вас на удачу, на успех? Февраль 2024 года для вас, мои дорогие водолеи, на удачу, на успех. Март, апрель, май и июнь. Июль, второе полугодие. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь и заключительный месяц года, декабрь, на удачу, на успех, мои дорогие водолеи. Итак, что для вас январь? Ну, точно, королева жезлов. Вы знаете, это самодостаточность проходит по этой карте. Это те люди, которые рассчитывают сами на себя. Часто по этим картам, знаете, не скажешь, что жизнь легкая у этих людей. Ну, наверное, это те, которые верят в свою мечту. Это те, которые, не боятся где-то трудностей. Это те, которые умеют работать с информацией. Вот что отличает королеву жезлов. Она очень притягательная, во-первых. Так и вы можете прочувствовать уже в январе, что я словно магнит, со мной многие хотят общаться, или словно я притягиваю новых людей в свою жизнь. Это новые знакомства какие-то. Но отличает молчание и умение анализировать то, что ей скажут люди. Потом эту информацию применить к себе или как будто додумать чью-то мысль и в последующем создать какой-то проект. Вот есть такое тоже значение. И что еще отличает, все же не в многословности, есть такой смысл, что королева умеет хранить секреты как свои, так и чужие. Не рассказывайте никому о своих планах. Ваша сила, ваша удача и успех будет как раз и заключаться в умении хранить секреты как свои, так и чужие, и правильно оценить обстановку и правильно применить на пользу самому себе или самой себе информацию. Хорошее начало, и февраль, вообще-то это праздник.
Ну, правда, и как раз у вас дни рождения, это может проиграться напрямую какой-то праздник, но все же, мои дорогие водолеи, ведь не у всех в феврале, и поэтому карта может рассказывать о том еще, что ну, какое-то дело у вас получится осуществить, или вы прочувствуете свою сильную позицию, или, правда, что-то вам получится состыковать, договориться, есть. Одним словом, в вашей жизни праздник. У кого-то может проигрываться, когда по части личной жизни какие-то треугольники или когда нужно принимать какое-то решение, но я так надеюсь, что это далеко не для всех. И все равно, если энергии этого месяца, то они более позитивные, более радостные, с хорошим настроением. Март. Новый проект, новое начинание, и даже если вы не задаете себе каких-то глобальных перемен, то они как будто наступают. Это может быть вашей организации по месту вашей работы и службы, когда меняется руководитель, меняется график работы или меняются какие-то требования, постулаты на работе, и вам условно нужно адаптироваться к новым условиям. У кого-то из вас это может быть, ну, буквально форма отчетности меняется, потому что часто проходят документы по пентаклям тоже. И вот, может быть, как обновить в новой форме вам что-то придется. С другой стороны, готовность учиться. Конечно, у кого-то из вас вопросы, связанные с детьми, и такое может проиграться. Но чаще это такой, знаете, задел на будущее, когда мы что-то изучаем, открыты новому, и в последующем вот это начинание вам приносит известность, популярность и, мои дорогие, для кармана еще и деньги. Вот прогресс сам по себе, но это не тот прогресс, который форсированный, быстрый. Здесь больше растянуто по времени, но зато это тот успех, который не заберет у вас никто, мои дорогие водолеи, поэтому не торопитесь. И даже, я бы сказала, уделять внимание тому, что надежно, проверено и на долгий срок может как раз и служить вам этим надежным фундаментом. Тогда будет и успех, и удача, и вообще новое качество жизни. Апрель. У кого-то вопросы с личной жизнью могут быть на повестке дня. Король кубков для людей семейных, правда, супруг или супруга могут проходить. Или если вы проживаете вместе, значит просто партнер ваш. По этой карте, если мы про энергию, есть два момента. По королю кубков это всегда как будто ось между отношениями и финансами. И когда не стоит путать энергетику, нам об этом говорят. Как будто есть люди, которые к вам проявляют нежность, ласку, и вы им отвечаете тем же, и это приятные эмоции. Но когда вопрос касается каких-то конкретно материальных решений, эмоции вам плохой советчик. И по королю кубков он великий мастер как раз переключиться на какую-то реальность или проявить прагматизм, может быть и жесткость в суждениях, а там, где нужно, проявить эмоции. Может быть для вас как раз апрель, когда вам придется решать какие-то вопросы, либо связанные с семьей, с переездом, может быть вопросы жилищного плана или какого-то материального эквивалента. И правда, это будет где-то как нужно договариваться или чтобы быть правильно понятому, и поэтому в межличностных отношениях какая-то настойчивость, она не будет уместной. Здесь скорее больше обойти какие-то острые углы, договориться. Все же король кубков, он лоялен к миру. Он, ну, для него скорее это как сильная черта, сторона, дружелюбие, сострадание, да. Это все располагает как к нему, так и к вам где-то. Вам советуют находиться в этих энергиях для того, чтобы не создать для себя, ну, чрезмерной жесткостью какого-либо препятствия, но все же проявить твердость в вопросах материальных благ или конкретных каких-то решений, может быть и по работе, определенно стоит. Там не место эмоциям. Идем дальше. Май, как для вас. И это карта сильной позиции, девятка жезлов. Но о чем нам говорит девятка? Несмотря на то, что в герметической колоде Таро это карта великой мощи, то есть физических сил более чем достаточно осуществить проект или выполнить какое-то свое намерение, желание. Но первое, о чем нам говорят, вас не должно ничто застать врасплох. Держи руку на пульсе.
Имеется в виду не просто эта фраза такая крылатая, а когда вы должны быть внимательны к обстоятельствам, людям, которые вас окружают. Вас могут пытаться приобщить к какому-то делу, а вам как будто туда не надо. И откликаемся по этой карте только в двух случаях. Первый, когда что-то угрожает, а второй, чтобы не упустить буквально какого-то перспективного проекта или выгоды, мои дорогие. Как будто вот эта мощь, вот эта сила, она должна вот так быть точечно направлена для блага собственного, вот так, на свои собственные намерения, на то, что вы хотите осуществить. И увидите подвох, если таковой будет иметь место. Наверное, неторопливость, безусловно, в этой карте тоже присутствует. Но обратите внимание, у нас изображен персонаж, как будто рыцарь, да, но он в шлеме. Хотя те, кто из вас любит карты Таро, явно видели в других изображениях девятку жезлов, и там чаще у нас человек с перевязанной головой. Нам как будто показывают, что он уже опыт имеет, где-то либо грабли нашел, либо шишек он уже набил. И вот тут имеет значение в этой карте, что мы можем как будто обновить прежнюю ошибку. Или мы уже сталкивались с какой-то ситуацией, и вот здесь снова можем повторить то, что нам не нужно. Поэтому какой-то прежний опыт, надо его сохранить, наверное, как подсказку, чтобы еще раз не оступиться, еще раз не обновить какую-то оплошность, чтобы, может быть, не поддаться на какие-то уговоры или самому себе не навредить. Словом, быть осмотрительным и внимательным. И, может быть, есть еще такой момент, вас могут на что-то уговорить, вы включитесь в какой-то режим многозадачности из желания помочь. Или вас могут увлечь какими-то, может быть, нереальными предложениями, которые поначалу выглядят очень заманчиво, а в последующем вам придется разбираться с каким-то вопросом один на один. Поэтому вот этот момент тоже следует предусмотреть. Как минимум, не случайно нам все-таки словно забор из 9 жезлов, как будто мы сами огораживаемся для того, чтобы правильно оценить обстановку. Вот тут что-то не тормошите как себя, так и не форсируйте ситуацию. Июнь, карта Иерофант, тут у нас прям все по закону. И у кого-то это могут быть стечения обстоятельств, правда. Для кого-то из вас получение новой должности. Для кого-то из вас, знаете, иногда как кармический урок мы проводим уже как, знаете, знаменатель на тот период, который был до того и который мы собираемся выстроить после. По этой карте мы готовы учиться. Причем учиться по карте Иерофант на чужих ошибках, правда, мои дорогие? Вот будьте внимательны как в мае, так и в июне. Сама по себе карта многообещающая. И, кстати, это карта стабильности, порядка. И когда деньги-то есть тоже, потому что Иерофант нищий не бывает. Для кого-то из вас может заинтересовать даже эзотерика или вообще какое-то новое направление. Может у вас появиться, где-то в районе лета. Или, соответственно, может быть, тем событием или то, чем вы занимались в мае. Вы для себя откроете новые варианты труда или какого-то вдохновения, или какая-то идея для вас может, знаете, как заинтересовать настолько, что вы приложите усилия, и для кого-то из вас это будет дело всей жизни. А кто-то из вас, может быть, будет проводить параллель в отношениях. У кого-то по этой карте проходит венчание. Как знать, может быть, личная история тоже может проиграться. Но и поскольку это старший аркан, это обстоятельства, в которых вы находитесь, вас могут как будто подводить к какому-то итогу. Как будто нужно сделать либо выбор, либо принять какое-то решение. Либо отправиться куда-то, либо начать чему-то учиться, мои дорогие водолеи. И повторюсь, здесь у каждого по-своему. Конечно, это при поддержке высших сил, если мы говорим на удачу, на успех, так и правильное взаимодействие с людьми, которые наделены властью, потому что часто проходят еще люди, как чиновники, да, или когда мы обращаемся, чтобы, например, оформить правильно документы, что-то сделать по закону, по порядку, по традициям, и где-то месяц, может быть, и этому посвящен в вашем случае. Но тогда у вас все получается.
Июль, мои дорогие водолеи, и тоже карта надежности, уверенности, как в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. Король Пентаклей, тот, который создал себя сам. Может быть, это и люди, которые рождены под знаком зодиака, или человек конкретный. Стихия Земли, Телец, Дева, Козерог. Может быть, у кого-то асцендент. Вообще, мы смотрим на энергетику, и это энергетика стабильности. У кого-то из вас начинается с карты июня Иерофанта, и в последующем июль, правда, вы можете получить новую должность, новую какую-то степень. Может быть, кто-то будет защищать диссертацию, правда, или получать какое-то звание. Может прийти к вам и популярность где-то, мои дорогие водолеи. Тут могут произойти те события, которые как раз вот вам эту уверенность, надежность, как в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем могут подарить. Или, ну как подарить? Тут все равно от ваших приложенных усилий все зависит. Но тут словно пространство вам будет помогать не останавливаться на чем-то. И король Пентаклей – это когда тоже и уверенность в сегодняшнем дне, и в завтрашнем дне у нас как будто все получится так, как мы хотим. По крайней мере, в основных каких-то вопросах. Ну, а мелкие можно скорректировать. И поэтому, если на удачу, на успех туда, конечно, и у вас выпадает два короля, я могу предположить, мои дорогие, что вы или кто-то из вас захочет изменить ваше окружение. Может быть, вам будут интересны люди, те, которых в ваших прежних каких-то знакомых не было. Вы заведете новых друзей, или у вас появятся люди влиятельные, которые занимают высокий пост, и даже с ними у вас тоже может быть какое-то сотрудничество, взаимодействие. Удача и успех мы спрашивали в июле месяце, да, конечно. Август давайте посмотрим. А вот тут все придется сохранять. Видимо, то, что у вас получается осуществить май, июнь, июль. Или для кого-то из вас уже это начнется буквально с начала года. Правда, тут у каждого своя история. У кого-то это может начаться с новых начинаний, да, и мы говорим, это на длительный период времени какая-то основа, фундамент моих будущих успехов. И будет что-то развиваться по нарастающей. И вот где-то в августе придется сохранять собственные позиции. Конечно, у кого-то может проиграться как задержка с документами или с деньгами, но как будто и документы будут оформлены, и деньги вы получите. По семерке Пентаклей идут возможные паузы, которые не зависят от вашего желания, и нам карта предлагает где-то набраться терпения и подождать, как будто нет смысла что-то форсировать. Вот это будет важно. Идем дальше. Сентябрь, мои дорогие. Что для вас сентябрь? Но, видимо, не сорваться где-то в эмоции, когда захочется кому-то что-то доказывать. Имейте для себя пространство для маневра. Лучше отступить полшага назад и взять какой-то нейтралитет или паузу. По пятерке мечей пирова победа. Да, вы можете получить какую-то победу, но она вас не вдохновит, она вас не порадует. Либо победа дается какой-то сложной, тяжелой ценой, либо отсутствует вдохновение, либо по этой карте, где-то какой-то конфликт может произойти. Или о себе, мои дорогие, может напомнить тот человек, который был в вашей жизни месяцами, может быть и годами ранее, какая-то грустная история. И кто знает, может быть, человек материализуется на вашем пороге, появится, воскреснет. Или какая-то ситуация, словно дежавю, может напоминать о той истории, которая была прежде. И карта нам говорит, либо нейтралитет, не участвуя в конфликте, либо по этой карте могут пройти еще такие люди, которых мы не отменим из нашего общения. Коллеги, соседи, опять же, руководители. Они нам могут не нравиться, но мы не должны себе навредить, потому что из понимания, что меня жизнь обязательно столкнет с этим человеком, как нарочно, и мне не нужно сегодня обострять обстановку, чтобы завтра думать, как мне с ним поговорить или начать какой-то диалог. Вот в этом значении пятерка мечей где-то предупреждает. Может быть, какое-то ожидание затянулось, и уже, знаете, когда хочется быстрее какой-то вопрос решить. А вот здесь нам говорят, какова бы ни была ситуация, не должно быть конфликта или какой-то дистанции. Именно дистанция межличностных отношений может помешать вам. И поэтому подставить где-то
под сомнение ваш успех или какую-то вашу удачу. Не навредите какой-то своей поспешностью, как, к примеру, в августе, так и горячностью, импульсивностью в сентябре. Октябрь, мои дорогие, а здесь семерка кубков. Это у нас глаза где-то разбегаются от новых возможностей. И вот в вашем случае, правда, это проигрывается со знаком плюс. Как будто для вас 7 направлений может быть. Может быть, это и ваши собственные инсайты. Или вы, как специалист, будете интересны сразу нескольким руководителям или нескольким компаниям. Но выбрать-то как будто нужно одно что-то. Или из ваших намерений и целей тоже не промахнуться, а с чем-то, видимо, определиться. И своего рода выбор, он у вас может быть в октябре. Знаете, о чем нам говорит карта? Вот обратите внимание, у вас 2 семерки. И 7, если мы переходим на нумерологию, любая активность проходит в 6 стадий. Почему любая 6? Это как победа у нас, да, как вершина достижения уже какого-то эффекта. И если мы говорим про карты, опять же, Таро, да, если 6 это у нас какое-то победоносное шествие или завершение, то 7 это неизменная пауза или перезагрузка, когда мы должны не себя не тормошить, а как раз остановиться, чтобы правильно сориентироваться в обстоятельствах, которые вас окружают, с вашими возможностями принять, или выстроить какую-то параллель и ваших намерений тоже. Не должно быть какой-то ошибки, не должно быть оплошности, и поэтому не делать что-то на автоматизме, а сделать что-то постепенно, не торопясь никуда. И у вас как на август, так и на октябрь, как будто 2 паузы. Может быть, от того, как вы где-то в сентябре правильно распорядитесь возможностями или как вы правильно с кем-то договоритесь, будут как раз и зависеть ваши новые начинания. Но само по себе вдохновение, мои дорогие, проходит по этой карте, но просто это вдохновение, его нужно вам словно переложить на какую-то материальную основу, где-то не замечтаться. Для вас, как и глубокая философия на мелком месте, не нужна. Так и иллюзорность, она тоже будет уводить от реальности. Знаете, вот насколько вдохновение помогает, настолько и иллюзорность может помешать. Поэтому быть реалистами, но с новым вдохновением, вот, наверное, для вас задача на 24 год. Я не могу сказать, что в эти месяцы вы можете какие-то наверняка решить вопросы. Тут нужно рассматривать, может быть, как варианты разные, как предложения. Или ваш, если как намерение, цель, инсайт, тоже нужно уделить внимание, но все-таки просчитать, чтобы с чем-то не ошибиться. Давайте посмотрим ноябрь. Вот правда, не торопитесь. Посмотрите, какая шикарная карта. 9 пентаклей. Это карта самодостаточности. Это карта финансового успеха. Это карта надежности, уверенности в сегодняшнем дне и в завтрашнем. У нас показана леди, которая держит на руке сокола. И это умение видеть на пару шагов вперед. Это умение видеть в обозримом пространстве. Не случайно сокол. Он как будто ей расскажет ту информацию, то, что ее окружает. Вот умение, как удерживать свои позиции в сегодняшнем дне, как умение строить какие-то перспективные планы, не иллюзорные, вполне конкретные, умение что-то просчитать. Вот для вас или воссоздать, или создать какой-то шедевр, смотря чем вы занимаетесь. Для кого-то ведь это вот самое вдохновение, которое приходит в октябре, для вас открывает новые возможности. А для вас, мои дорогие водолеи, это точно. Для водолея вдохновение очень важно. И тут это подарит новое качество жизни. По сути дела, это новое качество карта. И вам придется удерживать вот эту сильную позицию. У вас прийти к успеху в конце года или изменить свою жизнь на 180 градусов, мои дорогие, и как будто это по судьбе, по верховным каким-то законам, когда больше интереса, больше возможностей вы прочувствуете. Если не будете себе, наверное, говорить, я останавливаюсь, вот для вас какой-то прогресс или добавлять каких-то новых форм для обучения или быть открытым миру, может быть, буквально путешествий, интерес
к миру, к жизни и к возможностям. Дарит какую-то материальную форму. Хорошо, давайте декабрь. Удивительный расклад, мои дорогие водолеи, правда. Но вот, наверное, даже из области рационального, если вы что-то попробуете, правда, создадите шедевр. Посмотрите, карта силы в декабре. И если сама по себе девятка пентаклей, это всегда сильная позиция. У нас вообще-то с этого началось. И наш расклад, я говорила, это карты сильных людей, которые надеются сами на себя, но они через превратности идут к своему успеху. И вот он успех. А это дважды сильная позиция, сама по себе карта сила на декабрь. Это новые возможности. Но знаете, о чем говорят? Ведь энергетика этой карты как у мага. Это больше великий манипулятор. И манипуляции происходят в первую очередь в отношении себя любимого. Почему? Прообраз нашего эго как раз вот этот лев, который у девушки находится на цепочке, словно на коротком поводке. Нам советует карта держать эмоций и себе с чем-то не навредить. Быть, может быть, серым кардиналом и великим манипулятором. И, может быть, это старший аркан. Обстоятельства вашей жизни будут таковы, что вам все будет по плечу, вам все будет удаваться. Но через вот такие энергии, незаметные где-то, когда вы себе не сделаете что-то во вред, а только во благо, когда вы укрепляете сегодняшние позиции, когда вы с оптимизмом смотрите в завтрашний день и используете любую возможность во благо самому себе или самой себе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.